Ah, Rochi, My Tower, Nicky, Nicole, это el ritmo oficial. Забавный факт. В Мексике разрешено ездить в багажнике пикапа, полиция ничего тебе за это не скажет. Но если вдруг ты не пристегнут внутри машины, то будь добр заплатить штраф. А мы тем временем уже приехали в город Пуэбла, это столица штата Пуэбла. Население города примерно 1 миллион 700 тысяч человек. Говорят, здесь очень красиво. Мы будем это проверять. Что мне нравится в Пуэбле, так это то, что здесь в качестве дорожного покрытия используют брусчатку. И снова простите меня, но это очень смешно. Я решила дать второй шанс напитку пульки. До этого я его пробовала в штате Веракрус, сейчас пробую в штате Пуэбла. И здесь он реально вкусный. Вообще каждый штат Мексики это как отдельная страна, потому что везде разная еда, напитки, даже люди говорят с разным акцентом и выглядят по-разному. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago en mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Есть такие места в Мексике, называется Ботанеро. Когда ты заказываешь пиво, тебе приносят еще дополнительно бесплатную еду. Смотрите, сколько еды нам принесли бесплатно. В общем, буду вашим гидом по мексиканским напиткам. Этот напиток называется Rusas con Squirt, что переводится «русский со сквиртом». В нем водка, бакарди, хинебра и текила. Также лайм, соль и чили. Ну что, я готова попробовать. Очень даже неплохо. Не очень сладко и не крепко. Вы посмотрите, что этот человек сделал. Раз. Здесь. И два. Просто называется «Пожил у каучсерфера тату-мастера». Вот так громко обычно играет музыка мексиканских автобусов. Значит, вот так. Сегодня мы поднимаемся на новый вулкан Ля Малинче. Последнее его извержение было еще до нашей эры. Вулкан уже потухший. Его высота 4461 метр. И наверху будет опять же холодно. Но сегодня мы с теплыми вещами. Если это можно назвать теплыми вещами, потому что теплее у меня ничего нет. Это растение называется магей. И его используют для приготовления текилы и напитка пульки. Вот знаете, я сейчас думаю, как бы дождь не начался, потому что очень пасмурно. По погоде в Пуэбле стоит всю неделю дождь. И если он начнется здесь, он будет очень холодный, и мы замерзнем. Глядите, какая красота. Здесь просто будто бы осень. Невероятно. Si no me da tu corazón te lo robo. Es más delito real hacer la que el bobo. Y sé si tú una condena por quererte, entonces a mí que me condenen a muerte. Si no me da tu corazón te lo robo. Es más delito real hacer la que el bobo. Мы уже почти добрались до смотровой площадки. И начался дождь. Вокруг просто поле, нет дороги и одни тучи. Стрёмненько. Вот там находится вершина, но мы посмотрим на нее издалека. Чуть-чуть не дошли. Просто посмотрите на мои кроссовки. Это что-то с чем-то. В общем, мы приняли решение не подниматься на вершину, а вернуться назад, потому что все мы промокли, ноги просто мокрые, грязные. Еще здесь очень холодно. Да, в Мексике тоже бывает холодно, оказывается. Я думаю, здесь градусов 7. В общем, посмотрели мы снизу на самую вершину. Этого достаточно. То чувство, когда можешь поймать автостоп, даже в том месте, где нет дороги.
Смотрите, где я. Рядом с Тулой. Хорошо, что не в России. Мы все ближе подбираемся к самому центру Мексики. Вчера приехали в городок Теотихуакан. И я впервые за 2 месяца в Мексике надела штаны, потому что погода здесь вечером просто капец. Вчера было, наверное, меньше 16 градусов. В любом старом парке Мексики есть вот такая вот беседка. Здесь их называют киоск. Давным-давно на них собирались девушки посплетничать, поболтать, а мужчины, проходящие мимо, оценивали их. В этом регионе, ну, прям очень много кактусов. Есть такие, вот такие и такие. В общем, сидит в баре, и вот этот человек заказал песню «Руки вверх». Просто фанат России. Сейчас бы в Мексике «Руки вверх» послушать. Поселились в палаточном городке на 2 ночи. Смотрите, какое у меня интересное рабочее место. Розетка в воздухе. И вот так это выглядит. Класс. Мы пришли в пещеру. По утрам здесь работает кафе. А когда-то очень давно здесь жили люди. И эта пещера интересна тем, что здесь есть проход. Даже несколько. И они очень глубокие. Туда нельзя спускаться без гида. To get inside, we need a special guide because we can lost. In the next corner, there is another cave that we can explore more biggest, but we need a special guide. Я не знаю точно, какая длина маршрута этой пещеры, но примерно 5 километров. Вот здесь вот вход. Как жаль, что я не могу туда пойти. Устроили тут небольшую пати на открытом воздухе. Костер горит не очень, зато бар работает хорошо. Un коктейль, por favor. Claro, señorita. Сейчас мне сделают текилу со сквиртом. Dos besos, por favor. Más tarde. Muchas gracias. Un placer. Я просто проснулась, а там шары запускают. Пришли посмотреть на пирамиды племени Теотихуаканос. Людей здесь очень много, место туристическое. А еще сегодня воскресенье, а по воскресеньям для мексиканцев такие места бесплатно. Пирамида Солнца является самой высокой пирамидой в Америке. От нее проходит дорога, которая имеет название Дорога мертвых. И там уже пирамида Луны. Ella tiene maldad, ella tiene una diabla guardada, loco por darle una nalga, que la deje marcar, lo prendo al frente de los guardas, esa tipa es una de cara, ella tiene maldad, ella tiene una... Смотрите, как классно, здесь есть старые фотографии этой пирамиды. Название городу Теотихуакан дали ацтеки. На языке наватель, который они использовали, это означает место, где превращаются в богов. Пирамиды Солнца и Луны были построены еще до ацтеков. Когда ацтеки нашли этот город, они были удивлены размерами сооружений, и отсюда пошла легенда, что город был построен великанами. Все эти конструкции были реконструированы, но есть одно местечко, где остался оригинал. Здесь изображена пума. Tú misma te lo buscaste, quisiste jugar con fuego y te quemaste. Tú misma te lo buscaste, no te va a seguir el juego. Знаете, меня обычно история вообще не интересует, я больше по природе и по архитектуре, но в этой стране она настолько удивительная, что каждый раз мне хочется узнавать все больше и больше. В общем, пока мы сегодня с ребятами гуляли возле пирамид, то увидели недалеко от города одну гору и решили, что отсюда должен быть красивый вид. И здесь прям реально офигенный обзор на 360 градусов. Сейчас покажу. Отсюда и пирамиды видно. Esa
покидаем мы наш кемпинг. Собираем шмотки. Наш пёсель. Знаете, как его зовут? Насекомое, если перевести на русский. И едем в следующий город. Самый большой город Мексики. Мексико-Сити, столица. Guys, are you ready for big city? No. What? Добр. Пробовать. Суперстар. А это кактусовое сердечко. Для вас, мои любимые подписчики.